Компания Volvo официально представила роскошный электрический вэн и М90, первый в истории бренда, уровень комфорта которого в рекламной кампании сравнивают с гостиной. М90 является технически усовершенствованным соперником Lexus LM и Mercedes V-Class, разработанный в первую очередь для китайского рынка, где сейчас доступен для предварительного заказа. М90 базируется на китайском автомобиле Zeekr 009, но имеет собственный дизайн интерьера и экстерьера, соответствующей линейке Volvo. Преимущественными приоритетами для М90 являются роскошь и изящество движения, для чего он оснащен первоклассной технологией шумоизоляции и шумопоглощения, а также двухкамерной пневматической подвеской и максимально тихими шинами. Передняя часть салона знакома с других новых моделей Volvo с минималистической приборной панелью, на которой размещен 15,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и отдельный интерфейс дисплея водителя, а также небольшое количество физических элементов управления на руле и центральной консоли. Внутри, по заявлению производителя, минивэн представляет собой скандинавскую гостиную в движении и автомобиль, который создает пространство для жизни. М90 выпускается в шестиместном исполнении с комфортабельными раздельными сиденьями в среднем ряду, которые имеют выдвижные подставки для ног, откидные столики, подогрев, вентиляцию и функцию массажа. В двери встроены сенсорные панели, на которые вывели управление климатом и прочие настройки. В крыше две стеклянные секции, стандартного размера в передней части и панорамная над пассажирским отсеком. Также здесь есть 15,6-дюймовый экран, открывающийся с потолка и превращающий автомобиль в передвижной кинотеатр. Volvo подчеркивает расширенную функциональность голосового помощника электровэна и говорит, что с помощью одной команды вы можете легко превратить салон М90 в кинотеатр, комнату для переговоров или спальню. Экраны, сиденья, окна, кондиционер и освещение будут соответственно настроены. За звук на борту отвечает аудиосистема Bose Wilkins с 21 динамиком, которая обещает превратить М90 в частный концертный зал в движении. Донорский Zeekr 009 по умолчанию полноприводный, то есть у него два электромотора с суммарной мощностью 544 лошадиных сил. А вот Volvo и М90 представлен только с одним электродвигателем. Он установлен на задней оси и выдает 272 лошадиных сил и 343 ньютон-метра тяги. Батарея, как у базового Zeekr, емкостью 116 киловатт-часов. Паспортный запас хода 738 километров против 702 километра у китайца с аналогичной батареей. Правда, во всех случаях дальнобойность измерена по китайскому циклу CLTC, то есть в реальности она окажется меньше. Объявлено, что первую сотню электровэн Volvo наберет за 8,3 секунды, тогда как полноприводный Zeekr 009 разгоняется до 100 км в час за 4,5 секунды. Volvo не сообщила, будет ли она выпускать М90 с двухмоторной силовой установкой Zeekr 009, удваивающей выходную мощность и фактически вдвое сокращающей время разгона. Заряжать батарею производства Kettle можно за полчаса от 10 до 80%. В Китае уже принимают заказы на Volvo и М90, однако поставки начнутся лишь в марте следующего года. Цена электровэна Volvo будет 818 тысяч юаней, в пересчете с местной валюты $112 тысяч. Пока точно известно, что первый минивэн Volvo будет продаваться в Китае, а появится ли он на других рынках, станет известно позже. Интересно, что Zeekr 009 в Европе продавать точно не планируют, так что конкуренции внутри холдинга Geely на экспортных рынках не будет. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи!